Привет всем! Вы заметили подозрительные шумы во время последнего прямого эфира Тэхёна, который состоялся как минимум в 6 утра, полностью заинтриговали всех наблюдавших. На протяжении всей трансляции выражение лица Тэхёна было таким нежным, но в то же время его постоянные взгляды в разные стороны кричали о том, что многие из нас подозревали, Чонгук был там. Хотя он старался сохранять спокойствие, было ясно, что его присутствие ощущалось в каждом маленьком движении. То, как Тэхён выражал себя, постоянно отводя взгляд, словно пытаясь подтвердить что-то или кого-то, кого он не хотел показывать на камеру, было подсказкой слишком очевидной, чтобы игнорировать ее. Самым ярким моментом был момент, когда Тэхён спокойно встал, сказав, что идет за водой. Эта, казалось бы, обычная походка превратилась в еще более убедительное доказательство. Как раз в этот момент раздался звук, похожий на дважды закрывшуюся дверь. Эта маленькая деталь была настолько отчетливо видна в трансляции, что ее невозможно было игнорировать. К этому добавился слабый, но безошибочный звук молнии. Тэхён не мог полностью скрыть это, потому что, как только это произошло, его взгляд тут же метнулся к источнику звука. И самое странное было, мы не против их розыгрышей, потому что в глубине души мы знаем, что они всегда вместе, даже если у нас нет возможности официально это доказать. То, как один человек придает существованию другого, даже когда тот пытается вести себя нормально, одновременно самое милое и самое отчаянное доказательство. Это было не в первый раз, и уж точно не в последний, но каждый случай – подарок тем из нас, кто следил за их историей годами. Еще один незабываемый момент произошел во время прямой трансляции Чонгука, когда внезапно началось видео Тэхёна. Реакция Чонгука была мгновенной, очаровательная паника, внезапное желание остановить это, неловкие, но резкие движения, как будто кто-то случайно был обнаружен. Его улыбка, такая милая и такая самобытная, словно говорила: «А, ты меня поймал», и в этот момент все зрители почувствовали ту же связь. Как будто он сам безмолвно подтвердил то, что многие из нас подозревали каждый день. Этот момент был чистым золотом, воспоминание, запечатленное в коллективной памяти поклонников, и подтвердило нерушимую связь, которая объединяла их. Тхакуки были просто очаровательны, и самое прекрасное из всего – это то, как после всех этих лет они продолжают любить друг друга с естественностью, которая выходит за рамки экрана. Они подарили нам так много драгоценных моментов, как в своей публичной жизни, так и в маленьких проблесках реальности, упущенных во время прямых трансляций, которые стали незабываемыми символами их привязанности и связи. Я так сильно по ним скучаю, и я знаю, что вы тоже скучаете. Есть общая ностальгия, глубокое желание снова увидеть их вместе, смеющихся, смотрящих друг на друга, разделяющих уникальную энергию, которую умеют направлять только они. KTH в очередной раз доказали, что они не лучше Чонгуков, и что, вопреки тому, что они пытаются притворяться, они страдают от настоящей тхакукофобии, и что еще хуже, чонгукофобия, которая выдает их в каждом слове и поступке. Они первыми маскируют свою ненависть якобы объективной критикой, но за всем этим скрывается иррациональное презрение к самым настоящим и крепким отношениям Тэхёна и Чонгука. Потому что достаточно понаблюдать за ними, чтобы понять, как клоуны и некоторые антифанаты Тэхёна ждут любой возможности отвлечь его, и как только кто-то к нему приближается, они отчаянно бросаются создавать новый сосуд. Неважно, женщина это или мужчина, их девиз – перетаскивать Тэхёна с одной стороны на другую, меняя сюжет по своему усмотрению, словно он всего лишь аксессуар для их фантазий. Сегодня они объявляют его гетеросексуалом, завтра – геем, послезавтра – ставят его в пару, но они никогда не принимают то, что было прямо перед ними все это время, их истинного партнера, их единственную любовь – Чонгука. И в этом заключается величайшее противоречие. Королевские хвостуны, которые так много жалуются, те же самые люди, которые обвиняют Тэхёна в ненависти, которую он получает, на самом деле первыми причиняют ему вред, очерняют его имидж и эксплуатируют его. Они используют любой повод, чтобы посеять сомнения в нем. Их речь сумбурна, потому что она бессвязна, потому что, когда дело доходит до защиты Тэхёна от оскорбительного нарратива, они либо исчезают, либо, что еще хуже, присоединяются к хору тех, кто его атакует.
И снова, словно лишенные креативности, они начинают старую песню с новым голосом. Теперь они притворяются, что настаивают на предполагаемых романтических отношениях с Богомом, все ради простого жеста поддержки старого друга. Дружба – это одно, а любовь – другое. Первое проявляется в периодической поддержке, в дружеских жестах, в праздновании чужих успехов. Любовь проявляется в настойчивости в течение многих лет, в повторяющихся действиях, во взглядах, которые не лгут. Настоящая любовь не импровизируется во время общения в социальных сетях и не создается случайными совместными фотографиями. Любовь строится день за днем и отражается в языке тела, который невозможно подделать. И именно это Тэхён неустанно демонстрирует на протяжении многих лет с одним человеком, Чингуком. Однако комики, организовавшие все это шоу, без проблем принимают присутствие Тэхёна с кем угодно, абсолютно с кем угодно, кроме Чингука. И в этом суть вопроса – лицемерии. Потому что если бы они были настоящими фанатами Тэхёна, если бы они действительно любили его, если бы они поддерживали и лелеяли его, как они так громко заявляют, они бы без проблем уважали и принимали очевидное, что единственный, кто наполняет ее сердце, единственный, кого Тэхён любит и желает, это Чингук. Но нет, они предпочитают прятать солнце за пальцами, строить ложь, которая рушится, и делать вид, что не понимают очевидного. И вот тут-то становится интересно, чем больше они пытаются отрицать реальность, тем больше выдают свою одержимость. Изменился не Тэхён, сомневается не Чингук, это они не могут выносить, когда правда не совпадает с их фантазиями. Время, доказательства и жесты говорят сами за себя. И в конце концов, всегда будет ясно, кто абсолютный хозяин сердца Тэхёна, Чингук, ее истинная любовь. Многие могут воспринять это как простую игру, как будто все, что мы видим, было тщательно спланировано, чтобы создать иллюзию. Но на самом деле, когда мы спокойно наблюдаем, как они смотрят друг на друга, как они ищут друг друга даже в толпе, как они прикасаются друг к другу с такой, казалось бы, безудержной естественностью, представление о том, что это всего лишь представление, полностью рушится. Мы сталкиваемся не с отрепетированным сценарием или поверхностным представлением. То, что раскрывается перед нашими глазами, это эмоциональная реальность настолько сильной, что ее невозможно скрыть. Тэгуку не нужны слова, чтобы выразить свои чувства, они говорят глазами, маленькими жестами, которые большинство людей не замечают, ласками, которые возникают спонтанно, и связью, пронизывающей тишину. И самое захватывающее, что если мы остановимся и понаблюдаем внимательнее, мы обнаружим, что каждая мелочь скрывает скрытое признание в любви. Хэкуки поистине очаровательны, и дело не только в их эстетике или внешности, скорее они излучают подлинную нежность, которая выходит за рамки экрана. После стольких лет вместе их связь не только не угасает, но и не ослабевает, остается живой, яркой, свежей, как будто они выбирают друг друга каждый день, не говоря об этом. Это постоянство делает их такими особенными, это не отдельные моменты, а непрерывность, которая доказывает силу их связи. И вот неизбежный вопрос, как это возможно, что после всего этого времени? В такой требовательной и открытой обстановке они продолжают делиться точками зрения, которые кажутся уникальными для них. Ответ кроется в их естественной способности позволять себе быть собой, без фильтра, ничего никому не доказывая, просто быть рядом друг с другом. Они подарили нам так много драгоценных моментов, что их трудно сосчитать. Иногда они появляются в своей публичной жизни, на ярко освещенной сцене в окружении тысяч людей, иногда они просачиваются сквозь маленькие проблески, ускользающие во время прямой трансляции, или в местах, где они должны быть более нейтральными, но в конечном итоге демонстрируют то, что чувствуют, даже не осознавая этого. Эти, казалось бы, незначительные моменты становятся незабываемыми воспоминаниями для тех, кто их наблюдает, молчаливым свидетельством необъяснимой привязанности. И самое странное, что даже если они пытаются это скрыть, или даже если другие пытаются это отрицать, жест, взгляд или общая улыбка всегда появляются, подтверждая то, что мы уже знаем, их связь подлинная и сильная. И удивительно то, что как бы они ни пытались это скрыть, они всегда дают нам новое доказательство того, что их связь – это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Каждое прикосновение руки, каждый долгий взгляд, каждая общая улыбка – это напоминание о том, что между ними есть что-то сильное, что-то, что можно почувствовать даже без слов.
И, возможно, в этом и заключается магия Тхэкука. Им не нужно объясняться, им не нужно ничего объявлять, они уже говорят все одним своим взглядом друг на друга.